Здравствуйте! В этом видео я вам расскажу, как исправить вытянутую рассаду. Оно будет интересно тем, у кого рассада именно подвытянулась, тоненькая, такая слабенькая. Это касается любых сортов. А также расскажу, как нарастить корневую систему и немножко приостановить верхушечку, что для этого нужно. Эти методы рабочие. Можно еще успеть исправить свою рассаду перед высадкой в грунт и получить урожайность в несколько раз больше. Этот метод даже работает на детерминантных до 1,60 м, на коллекционных сортах высокорослых томатов, даже на гномиках, которые вырастают до 1,60 м, они в рассаде тоже иногда вытягиваются. Эти методы применяйте, еще можно успеть исправить, не нужно там прибавлять 10-14 дней, а сделаем с вами здесь и сейчас. За пару дней рассада ваша будет низкая и хорошенькая. Вот вы сейчас видите у меня рассаду томатов. Это и коллекционные сорта, это детерминантные, и есть штамповые, и есть гномики. Но смотрите, они все у меня одинакового роста. Хорошенькие, низкие, толстенькие. Как я этого добиваюсь? Я наращиваю хорошую корневую систему. Даже иногда бывают низкорослые сорта, тоже вытягиваются не только от недостатка макро-микроэлементов, но и от недостатка освещения, от неправильного полива и даже до микроклимата в доме. Вот смотрите, это у меня детерминантные. Вот видите, сорта Ирма. Вот у меня еще здесь есть дубок. То есть это детерминантные сорта, но они у меня тоже все очень маленькие, не подвытянутые. Это у меня коллекционные сорта, высокорослые. Вот вы видите под табличком, читайте, делайте стоп-кадр, кому интересно. То есть рассада у меня вся низенькая и хорошенькая. Анна Майер, очень вкусный коллекционный томат, сладенький. Давайте я вам покажу на примере. Ну вот томат вытянутый. Что с таким делать? Обрываем листву примерно по макушечку. Можно даже и макушку оставить немножечко пушистой, буквально пару листиков. Берем питательный хороший грунт. Здесь у меня торф, немножко перлита. Можно добавить диатомит, циолит. Они впитывают влагу и чуть позже отдают, а также впитывают полезные макро-микроэлементы. Сюда добавим еще с вами цимус. Здесь у нас и биогумус, и азот, фосфор и калий. Здесь у нас абсолютно натуральное удобрение. Кстати, сейчас некоторые блогеры показывают производство цимус. Меня тоже приглашали. Огромное спасибо компании Цимус, и вы там можете посмотреть производство, как именно сейчас производят данное удобрение. У меня, конечно, не получилось поехать, у меня маленький ребенок, плюс переезды у нас из Сибири в Пензу практически сразу не попасть, пришлось бы лететь через Москву. Вот так вот выглядит удобрение. Мы с вами с цимусом выращиваем уже с марта месяца 2024 года. Урожай вы сейчас видели у меня в самом начале. Очень хорошо помогает рассаде и прижиться, потому что содержит бактерии, томатики не загнивают и не болеют. Берем с вами стаканчик, желательно высокий, для того, чтобы у нас на этом стебелечке наросла корневая система. Мы не будем с вами обрезать, потому что на обрезку и на укоренение уходит в среднем около недели максимум, чтобы там образовалась корневая система. Мы с вами будем укладывать. Я беру и укладываю по кругу, вот так вот по кругу стаканчика. Если у вас круглый, то будет намного проще. У меня немножко он прямоугольный. Вот смотрите, что получилось. Перед тем, как укладывать томат, тот, который у вас вытянулся, обязательно его просушите, чтобы у него не было этой сочности, когда томат у нас ломается. И вот так вот проводим по кругу, стараемся не ломать. Если вдруг вы сломали, самое главное не заливать. Он даст, да, корневую систему, но будет наращивать дольше. То есть тогда, да, примерно 5-7 дней уйдет. Аккуратненько все
Пересадили. Все, мы с вами сделали низкий томат. Этот метод самый быстрый, потому что у томата есть корневая система, но на стебельке у нас постепенно все равно нарастет корневая. То есть будет более мощная перед высадкой в грунт, либо в теплицу. К примеру, я сделала примерно около 7 дней назад, уложила все абсолютно томаты высокорослые, которые были вот такого длинненького типа. И сейчас они выглядят у меня вот так. Очень хорошо выглядят, верхушечки начинают расти, значит, все принялось и пошло активно в рост. При этом методе не нужно отодвигать сроки посева. При, допустим, обрезке, когда мы обрезаем после 4-5 листа, у меня есть видео, уже очень даже много их, примерно 10-14 дней мы прибавляем, и тогда сеем раньше. Ну а при таком методе вы можете уложить в любой момент. Теперь самое важное для такого томата – нарастить у него на стебельке корневую систему. Как это сделать, чтобы быстрее был прирост корневой? Нам понадобится обычный простой эликсир. Но самое главное, когда мы укладываем, помним, что заливать ни в коем случае нельзя. Берем 1 литр воды, добавляем сюда 1 грамм корневина. С помощью корневина мы не только с вами будем наращивать, но и пойдет стимуляция роста того главного корешка, который мы с вами оставили. Он еще больше, активнее нарастет, сил прибавится у нашего томата, и все будет отлично. Корневин у меня большая баночка, можно взять маленький пакетик, стоит 10-15 рублей. Плюс добавляем аминоцимус, это аминокислотки, витаминки, то есть все то, что любит наша рассада. 1 мл на 1 литр воды. Эта баночка 250 мл. У кого еще нет, обязательно хотя бы пробуйте на такой баночке, и вы сами увидите результат. Вы точно не расстанетесь с аминоцимусом и будете даже на основе него делать различные эликсиры. Вы видите мою рассаду, как она у меня выглядит, как я ее поливаю, какие делаю подкормки, все на виду. И смотрите, как нужно правильно поливать. Немного. Все, полили, больше не нужно. Буквально 2 столовые ложки на 700 грамм стаканчик. Если мы зальем, вы сами увидите, как у вас томат повянет. Это значит, пошло гниение стебелька, а нам это допускать нельзя. В итоге получается вот такая шикарная рассада. Она действительно низкая. Она действительно дает урожайность больше за счет того, что у меня плюсом даже в Кузбассе, Сибири 2-3 кисти сверху, и они успевают созревать. Это что касается теплиц. В открытом грунте тоже есть плюс 1-2 кисти, а это плюс урожайность. Обязательно ставим под лампы, если нет солнечного окна. Лампы, грунт, правильный полив – это у нас основное составляющее для выращивания рассады. Так выглядит у меня детерминантный, это супербомба. Вкуснейший томат выращиваю каждый год. Обожаю супербомбу. Верхушки прекрасные. Нет ни хлороза, нет ни пожелтения листиков. Все великолепно. Сейчас я вам покажу, как стоят коллекционные сорта. Они точно так же выглядят, как и детерминантные. В этом и есть секрет. Будущий вкусный натуральный урожай. Когда у нас получается красивенькая рассада, здоровенькая, мы ее перевозим без стрессов, без различных поломок именно в самой рассаде томаты, потому что пока привезли, уже можно что-то сломать, если она вытянутая. Ничего не ломается, если рассада низкая и крепкая. Большой шеф полосатый, тоже коллекционные сорта. Чем еще можно поливать, обрабатывать липолисту для томатов? Берем любой стимулятор. Есть и Эпин, Циркон, натуральный Виталайзер. Можно брать от Бонафорте, мне тоже нравится стимулятор, очень хороший. И опрыскиваем один раз в 5-7 дней до высадки в грунт, прямо вот на постоянной основе такими стимуляторами. Подрастет великолепно. Пересадим и будет плодоносить тоже очень хорошо. Ну вот так вот выглядят томаты, которые снизу прям доверху все в томатиках. Любой сорт
сорт коллекционный, детерминантный до 1,60 м. У них тоже первая кисть образуется не сразу, там после 5-го, 6-го, 7-го листа, может даже чуть повыше быть. Поэтому все зависит многое от сорта. Если придерживаться некоторых правил, которые я уже соблюдаю давным-давно, у меня опыта в огороде более 25 лет, еще маленьким ребенком мы высаживали томаты. Уже тогда начинали применять различные подкормки, различные настои из травок, из того, что у нас было, потому что мы городские, навоз тоже в то время стоил очень дорого. Ну а на сегодня это все. Заходите ко мне на канал, смотрите другие видео. Всем спасибо.